Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Около Канады. Меня зовут Ирина. Я уже 2 года живу в Канаде, а до этого 5 лет жила в Польше. И вот за эти 2 года я поняла, какие есть 5 причин, почему я никогда не хотела бы уезжать из Канады. И первая причина, пожалуйста, вот, внимательно посмотрите, это она. Вот она, это первая прекрасная причина. Это невероятная природа канадская, которая меня восхищает. Мы ехали только что по дороге, по трассе и встретили, 3 разных вида животных. А вот эта вот вся красота, которую вы видите здесь, она находится в 30 минутах от нашего дома. То есть настолько близость вот этой вот природы, этой всей красоты, чистейших просто прозрачных рек, это одна из самых главных причин, почему бы я не хотела уезжать отсюда. Посмотрите, как шикарно, красиво. Мы встретили оленя, мы встретили маленьких косуль разных, и мы встретили каких-то горных козлов или овец, я не знаю. В общем, это настолько здесь близко. Здесь можно встретить медведей, только, надеюсь, не близко, потому что это очень опасно. Вот эта вот близость с животными, близость с природой, она меня восхищает. Я нигде не видела таких красот, как здесь. И такой близости, как вот, например, с Калгари до национального парка, одного из самых крутых национальных парков в Канаде, до Банфа у нас вообще тут час езды, и мы уже там. Вот, это первая причина, дорогие друзья. Вторая причина — это уровень жизни и социальные возможности. Конечно же, это совмещается для меня лично, потому что, живя в Канаде, вы знаете, что бы ни случилось, например, вы работаете на работе стандартной, и вас увольняют, вы знаете, что вы можете пойти в любой момент и сказать: меня уволили, мне нужны деньги, и вам будут выплачивать, примерно 80% от вашей зарплаты на протяжении года или до того момента, пока вы не найдете новую работу. То есть вот такая вот безопасность социальная. Знаете, что бы ни случилось, в любом случае вам помогут, вас поддержат, то есть и все будет хорошо. Где еще можно такое почувствовать? Вот на таком высоком уровне. Плюс, конечно же, уровень жизни. Если ты работаешь, зарабатываешь там среднюю зарплату 4-5 тысяч долларов в месяц, плюс вы вместе с семьей зарабатываете, то вообще ты живешь отлично и можешь покупать себе все, что ты хочешь, и платить за что ты хочешь, и жить замечательно. Это еще один замечательный большой плюс, и это касается многих аспектов жизни. Конечно же, многие могут написать, что здесь очень дорого, и все это неоправданно и так далее. Зависит. То есть это может быть правда дорого, но здесь тоже не нужно забывать, что во всех странах все подорожало. И многие говорят: Канада уже не та, в Канаду приезжать не нужно, потому что здесь не так, как было хорошо раньше. Я не была здесь 20 лет назад, но, честно говоря, даже сейчас, приезжая с другой страны, да, и имея вот такой вот небольшой опыт, я вижу, что моя жизнь стала, лучше, и здесь есть много возможностей в плане социальных, даже уже говоря о помощи на ребенка, да, какие-то там вот присылают каждый месяц какие-то определенные деньги на ребенка, кому там 300, кому $600 каждый месяц до 18 лет. Также еще какие-то социальные помощи, типа как, например, по природе, природные какие-то изменения, и людям, всем, кто живет в Канаде, выплачивают социальную помощь. Вот. Плюс возвраты налогов. Если ты зарабатываешь до определенной какой-то там суммы, у тебя очень хороший возврат налогов. То есть ты практически налоги не платишь. Вот. Так что это социальная вот такая вот безопасность и уровень жизни, оно реально притягивает и привлекает. Даже несмотря на то, что, действительно, сейчас в Канаде, возможно, не так круто, как раньше было, и есть некоторые проблемы, которые, кажутся действительно худшими вариантами, чем, может быть, 10 лет назад. Но все не так плохо, как вы видите. Третья причина, дорогие друзья, очень важная для меня лично, так как это общество, это люди, это менталитет людей. И вот именно этот менталитет людей меня привлекает на 100%, на все максимум. И я в восторге от людей-канадцев. Я говорила об этом в некоторых других видео, потому что, знаете, вот люди, они даже, несмотря на то, что вот какое-то у них не очень хорошее настроение и какое-то недовольство жизнью, но все же они улыбаются всегда. И я уже говорила о том, что это может быть хорошим решением даже для тебя лично. Когда тебе грустно, все равно улыбнись, у тебя эндорфин подскачет, и все будет окей. Поэтому это как бы вот такой вот плюс, да. Люди, они доброжелательные. Иногда говорят, что вот в Канаде, в Америке это люди доброжелательны, но не искренне. Может быть, но лучше, чем орать друг на друга в очередях, мне кажется, лучше просто улыбнуться и все. И не конфликтовать, и не пытаться искать, кто там прав, кто виноват, обзываться и так далее. Это огромный плюс общества.
И мне кажется, вот относительно даже детей, у меня есть ребенок, малыш, и я хочу, чтобы он рос в таком обществе. К детям относятся замечательно, детей любят, детей подкармливают повсюду, детям пытаются делать подарки везде. В садиках также замечательные отношения, нет никаких вот этих вот, знаете, моего страха, что кто-то ударит ребенка там или начнет его заставлять есть сосиски, как меня в садике. Ну, то есть вот настолько мне нравится общество. Конечно же, есть минусы, есть разные люди, есть разные менталитеты, потому что Канада — это страна, где собираются огромное количество разных людей. И не нужно забывать, что здесь совершенно разные люди и бывают не совсем приятные, как и везде. Но все же в целом своем и в большем, да, это чаще всего люди, которые очень-очень импонируют, и они открыты и достаточно доброжелательны. Ребятки, посмотрите, вот здесь вот приезжаешь, сюда ставишь гриль, сюда садишься и смотришь вот на эти все виды, на реку, на горы сзади, и наслаждаешься вот этой всей красотой. Просто, ну, красота. 30 минут от города, и ты тут. В общем-то, следующий аспект — это... Четвертый аспект — это возможности развития бизнеса. Так как я начинаю здесь вести свой бизнес и какое-то время уже его веду, я вижу, насколько возможно и реально большая здесь вот эта целевая аудитория для... В целом, я наблюдаю, для каждого бизнеса людей огромное количество. Особенно вот в Калгари поприезжало столько людей. Столько возможностей это дает для человека, который ведет свой бизнес, для даже начинающий, да. Это огромная возможность развиваться. И в целом я вижу, что потребность в разных услугах, она есть действительно. Только, конечно же, нужно не забывать, что ты должен знать английский язык и давать качественную услугу, потому что, ну, будут приходить тогда люди. В целом я вижу, что открывают разные. У меня знакомые открыли и там какие-то пельмени, да, продажа, может, откроют и магазин через какое-то время. То есть кто-то открывает какие-то ивенты, кто-то открывает какие-то магазины, кофейни, и все замечательно, все работает. Массажи. Ну, то есть, блин, люди молодцы, наши молодцы, и развивается, и реально здесь есть возможность этого развития бизнеса, что очень-очень круто, потому что именно Канада способствует сама. Есть даже какие-то гранты, которые ты можешь выиграть. Это большие деньги, это вполне себе возможно. Я знаю историю, когда мужчина выиграл грант на развитие бизнеса по перевозкам, и за этот грант купил где-то 20 автобусов. Ну, посчитайте, это большие деньги. Плюс уже не говоря о каких-то серьезных вещах, типа оплата бизнесов, найм работников и так далее. Поэтому вот, да, вот так вот. Такая есть возможность развития, такая есть возможность бизнеса в Канаде. Еще один плюс, не последний, но еще один, это, конечно же, вот это вот, знаете, развитость общества в Канаде. А именно... Смотрите, вот даже такой пример будет у меня. В Канаде все доверяют, всем очень доверяют. И тебе будут доверять, но только тебе очень важно не оправдать это доверие. То есть, смотрите, например, даже говоря о налогах. Ты будешь рассчитывать на свои налоги неправильно 5 лет, никто это не увидит, в какой-то момент кто-то заметит, и это для тебя будет огромной проблемой. Но за эти 5 лет, может, никто не заметит, что у тебя там что-то не так происходит. Таких ситуаций есть достаточно много. То есть в Канаде многое строится на доверии. Мы тебе верим и считаем, что ты будешь говорить правду. Ты будешь говорить правду, и мы будем тебе доверять. То есть и люди действительно стараются жить по правилам. И это круто, потому что нет никаких вот этих вот страхов, знаете, полицейские какие-то ужасные, нас все обманывают, нас все убьют, нас все ненавидят, нужно постоянно защищаться. Люди любят свое правительство, относительно понятно, сейчас начнем говорить о политике Канады, тоже это достаточно сложно сочиненная тема, но вот это вот мне нравится, что ты должен жить по правилам, а тебе доверяют, потому что знаешь, что ты будешь делать так. Вот так, мои дорогие друзья. Я была очень рада с вами поболтать. Надеюсь, было интересно. И интересно вам посмотреть на эти прекрасные канадские виды. Я счастлива, что могу с вами поделиться этим, потому что я сама в восторге от этих видов. Мы сейчас едем на другую немножко локацию, потому что здесь не совсем то, что нам нужно было, оказывается. Ну, а я просто, так сказать, такой сегодня рядом с водителем сижу и себе кайфую. Вот и прекрасно. Все, до скорой встречи. Пока.